Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Андрея Ермака заподозрили в легализации 460 миллионов гривен, более 10 миллионов долларов. Ну, на мой взгляд, довольно любопытный все-таки его папаша. Это тот, который, в данном случае, это Андрей Ермак, который глава офиса президента Украины. Но меня всегда интересовало, как-то, не знаю, вот мое внимание больше приковано к его папаше, который, по слухам, он это активно отрицает, а некоторые это активно утверждают, что он... Где эти белые помидоры водятся, порошкообразные такие, очень дорого стоят, с $1 100 получается. Все время забывают страну. Афганистан, господи, вылетает все время. Торговым представителем он там был, это все равно как в советские времена еще, это все равно как расписаться, что, во-первых, КГБшник, во-вторых, разведчик, в-третьих, какие еще торговля может быть с Афганистаном, кроме, у них только виноград да героин. В общем, этому немало уделялось, различных книг и рассмотрений, как работал КГБ, и что вот эти направления, по крайней мере, что касается Афганистана, там очень были хорошо упитаны и с огромным влиянием, потому что денег дофига. Но еще раз, это тут очень много версий, предположений, но меня поражает то, что он где-то находится рядом с властью, как по мне, у меня такая власть просто не вызывает доверия, в принципе, если бы я так всерьез политикой занимался. Тем не менее, конечно же, любопытно, надо последить, я бы не опережал события, но вот антикоррупционные, по крайней мере, публикуют те или иные площадки, «Медуза» публикует со своей стороны. Антикоррупционные органы Украины НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом пишет «Украинская правда», РБК Украина со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет, подробности украинские СМИ не приводят. Андрей Ермак был одним из ключевых соратников президента Украины Владимира Зеленского. СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. В ноябре 2025 года Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, где он, по-моему, просто не может их не быть. Но тем не менее. НАБУ и САП объявили, что разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Одним из участников группы они назвали Андрея Ермака. Ему сообщили о подозрении по статье о легализации отмывания. В общем, у меня к ним отношение только одно. Его папаша, вот это, что называется, настоящий полковник тех самых структур, тех самых КГБ. Так что если говорить о КГБ, и который, не знаю, в конце, на излете Советского Союза, половина просто стала жадными варьем, разворовывали, такие ходили легенды, кто проверит, кто будет расследовать. Это партийные взносы парткасса куда-то делось, Гохран куда-то разъезжался, останавливали составы, это еще времена Горбачева. То есть кому его отнесете, тут сами говорите. Я тоже со своей стороны давно отнес, и мое мнение вряд ли поменяется всерьез. Это то, что он, в общем, человек со связями и с таким богатым прошлым, по крайней мере, еще раз, папаша его. Второй, их два брата. Один уже попадался на том, что просто торговал должностями, насколько я знаю, в Украине, дай бог здоровья украинским журналистам, это они откапывали. Второй сидит в офисе президента, просто с таким бэкграундом, я просто когда у человека вообще ничего хорошего нет. То есть мне не попадалось, еще раз, мой сторонний взгляд, мне не попадалось, напишите, если кто-то знает, просто... Как? Я даже не знаю, какое слово изобразить. Он находится на тех переговорах, где ему не должно быть. Еще со стороны Украины говорят что-то про Мединского. Его предложение отправить профессиональную, я просто не знаю, как это сказать другими словами, минетчицу, официальным представителем быть Украины в Болгарии. То есть все от него идет, все какие-то, просто ты смотришь, но раз удивляешься. Мне даже попадался один такой человек, который принципиально, все позиции занимают, я стараюсь со стороны смотреть, не занимая ничью сторону. Но те, кто занимает, например, сторону Украины, вообще считают, что Зеленский сидит на каком-то компромате, кукане, и у этих самых Ермаков или кого-то еще. В общем, не буду в это лезть еще раз. Здесь можно заглянуть в политику, меня политика мало интересует, меня больше парткасса и Гохран. То есть различные формы, те или иные криминала, но то, что здесь прозвучало, то, что он опять в каком-то коррупционном скандале, не знаю, посмотрим, как будет развиваться. Честно говоря, я не считаю эту новость даже всерьез срочной. Здесь надо следить, потому что, тут, когда фигура, скажем так, масштабная, его отца, и он тоже автоматически, то всегда обычно это происходит инертно, потому что, конечно же, там и связей много, и кто-то за, кто-то против. Так что я бы посадил. В любом случае, я считаю, что это событие важное, по крайней мере, на мой взгляд. Пишите, кто больше осведомлен, ваше мнение. Я от комментариев зачастую всерьез отталкиваюсь, чтобы сделать уже подробный разбор. В данном случае это лишь констатация новостного факта. Перепроверил, кстати, факт подтверждается. На данный момент, по крайней мере, сегодня на 11 число он еще подтверждается к 10-11 часам. Увидимся.